Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное, рассыпчатое, нежное, песочное линцерское печенье. Такое печенье очень популярно в Европе в рождественские праздники, а я готовлю его каждый год, а в новогодние праздники делаю на подарки и для праздничных коробочек. Это отличная идея для подарка. Две половинки рассыпчатого печенья склеены джемом, который выглядывает из окошка, что делает это печенье узнаваемым. И что немаловажно, печенье совсем не сложное в приготовлении, важно знать несколько нюансов. Давайте начнем готовить. Линцерское печенье – это разновидность песочного теста с добавлением ореховой муки, чаще миндальной, но также подойдет и другая ореховая мука, например, фундучная. Миндальную муку я обязательно обжариваю, тогда она раскрывает ореховый вкус и аромат. Обжариваю муку на разогретой сковороде до золотистого цвета и появления характерного аромата. Перед использованием муки нужно, чтобы она полностью остыла. Я ее распределяю на большом плоском блюде, так она остывает быстрее. Далее нам понадобится размягченное сливочное масло. Оно не должно быть холодным, но и не должно быть растаявшим, это очень важно. Масло я использую жирностью 82,5%, не ниже. К маслу нужно просеять сахарную пудру и быстро перемешать до объединения. Миксером это нужно делать на низкой скорости, чтобы не взбивать масло, а именно перемешивать. Как только масло с сахарной пудрой перемешались, останавливаемся. Масло получается вот таким однородным, пластичным, оно не должно успеть начать нагреваться или таять. Далее к маслу добавляем яйцо и небольшую часть миндальной муки и перемешиваем. Перемешиваем также на невысокой скорости миксера, быстро и лишь до объединения. Вот такой в результате получится масса. К полученной массе просеиваем сразу всю муку, добавляем оставшуюся часть миндальной муки и добавляем щепотку соли. И теперь наша задача максимально быстро замесить тесто. Но месить не в привычном нам понимании. Нужно только объединить все ингредиенты. Сначала можно помочь себе миксером, а затем доработать руками. Тесто не должно успеть нагреться от тепла рук или от температуры в помещении. Также тесто нельзя ни в коем случае долго вымешивать, иначе печенье не получится нежным и рассыпчатым. Это два важных момента в приготовлении этого теста. Мы не ищем здесь гладкости, однородности. Как только ингредиенты собрались вот в такой влажный ком, сразу тесто перекладываем на лист пергаментной бумаги, сверху накрываем вторым листом и теперь с помощью скалки нужно тесто быстро раскатать в пласт. И точнее мы тесто не столько раскатываем, а как будто бы мы его разглаживаем от центра к краю во всех направлениях. В процессе обязательно нужно от теста отделять бумагу, постоянно его переворачивать, чтобы бумагу отделять с двух сторон. На ней во время разглаживания теста будут появляться складки, их важно убирать. Ни на каком этапе тесто ни в коем случае не должно начать таять и липнуть к бумаге. Если вы отделяете бумагу и видите, что тесто стало кремовым и рвется, то уберите его на немного в холод. В идеале нужно успеть раскатать тесто, чтобы оно не успело нагреться. Когда тесто раскатали в пласт, сразу убираем его в холодильник на несколько часов. Можно даже в морозилку, а затем переставить в холодильник. Я раскатанный пласт теста перекладываю на противень и на противне уже переставляю в холодильник. После того, как тесто очень хорошо охладилось и восстановило свою текстуру, будем вырезать печеньки и сразу их выпекать. И для начала тесто с двух сторон нужно отделить от бумаги. Для вырубок нам понадобится одна круглая формочка и для окошка любая небольшая фигурная вырубка. У меня вот такая снежинка. На этом этапе работаем также быстро. Сначала вырубаем круглые формы, а затем через одну внутри вырубаем окошко. Тесто должно оставаться холодным. Если оно у вас успело нагреться, то перед выпечкой поставьте заготовки в холодильник. Выпекаем печенье в заранее разогретой духовке. Температура выпечки 180 градусов. Духовка должна быть заранее разогретой. Выпекаем печенье около 10-12 минут. Печенье по краям приобретет золотистый оттенок, а внутри будет оставаться слегка бледным. Для остывания печенье лучше переложить на решетку.
Вырезанные серединки я выпекла отдельно. Если вы делаете, например, подарочные коробки, то такими печеньками удобно заполнять какие-то промежутки в коробках. Далее для сборки печенья нам понадобится густой джем или конфитюр. У меня в данном случае вишневый. Также я это печенье готовила и с малиновым, и с абрикосовым джемом, тоже получается очень вкусно. Также нам понадобится сахарная пудра. Те половинки печенья, которые с окошком, присыпаем сахарной пудрой из ситечка. Само по себе печенье не очень сладкое, поэтому сладость будет достигаться за счет сахарной пудры и джема. Ну и, конечно, сахарная пудра играет здесь декоративную роль. Затем на вторые половинки в центр выкладываем джем и накрываем половинкой с окошком, слегка придавливая, чтобы половинки печенья склеились. Вот такое красивое печенье получается, отличная идея для подарков. Печенье можно упаковывать в разнообразные коробки. У меня на канале, кстати, есть рецепты сладких подарочных боксов. Можно их дополнять этим линцерским печеньем. Ссылки на рецепты я оставлю в описании под видео. И посмотрите, каким рассыпчатым получается печенье. Оно очень вкусное и нежное. Хранить его нужно в герметичном контейнере без доступа влаги. Друзья, на этом у меня все. Я вас всех благодарю за внимание. Вдохновляйтесь, готовьте, пробуйте, оставайтесь со мной на связи и до новых встреч.